Отлично. Меня зовут Ольга Карач, я правозащитница и руководитель организации «Наш дом». Одна из 8 женщин Беларуси, включенных в список террористок, официально за подрыв российской военной вышки в Вилеке в июне прошлого года вместе с Ангелой Меркель. С чем себя и поздравляю. Вы знаете, я хочу сегодня говорить про то, что наша борьба может быть успешной только в том случае, если мы себе отдаем отчет, и в какой реальности мы сегодня находимся. И есть очень важные ключевые точки, которые я бы хотела сегодня проговорить, стратегические точки, на которые мы должны опираться в нашей борьбе. И как мне видится, не все себе как-то это готовы сказать, потому что я понимаю, что психологические защиты нашей психики, защитная реакция нашей психики работает иногда таким образом, что реальность признать тяжело. Итак, первый очень важный пункт. Нам всем нужно признать, что именно Кремль является главным архитектором белорусской диктатуры, и именно Кремль спонсирует и поддерживает все войны и агрессивные атаки на соседей и не только на соседей. Это крайне важно, потому что сегодня наша борьба, и не только сегодня, конечно, но сегодня особенно должна перерасти и переформулироваться из борьбы за права человека в национально-освободительную борьбу. Второй очень важный пункт. Победа Украины невозможна без победы в Беларуси. Пока в Беларуси находятся российские оккупационные войска, пока в Беларуси сидит марионеточный диктатор Александр Лукашенко, Беларусь является угрозой и для Украины, и ее безопасности, и для соседей Беларуси, Литвы, Латвии, Польши. Беларусь сегодня является оккупированной территорией. 20 февраля 2022 года была окончательно завершена оккупация Белоруссии Россией, когда российские войска не покинули территорию Белоруссии после учений, куда они попали, на мой взгляд, абсолютно нелегально. Но мы можем спорить о датах, когда началась оккупация, это 94-й, 96-й, 99-й, но я предлагаю всем согласиться, что фактическая дата оккупации – это 20 февраля 2022 года, за 4 дня до активной фазы войны. Также то, что важно для нас осознать. Сегодня Россия угрожает не только Украине, и война началась не сегодня. Война началась не 24 февраля. И это означает, что нам нужно поднимать широкое освободительное движение стран и народов, которые пострадали от России, пострадали от геноцида, который устраивали марионеточные диктаторы, и пострадали от того, что Россия делает на этих территориях. И, безусловно, кейс Беларуси, он должен быть одним из самых первых. Я считаю, что все пытки, все изнасилования в тюрьмах, все убийства мирных белорусских граждан, геноцид белорусского народа, уничтожение белорусской культуры и белорусского языка, это все должно быть включено в кейс в Гаагском криминальном суде и должно быть добавлено к кейсу Украины именно как преступление России, сделанные с помощью марионеточных режимов Беларуси и в других странах. И нам важно не допустить замалчивания преступлений российского, белорусского и других марионеточных режимов. Нам важно, чтобы эти все преступления звучали на самом высоком уровне. Вы знаете, уже видно, что, понятно, идет активная фаза войны в Украине, и все говорят только про активную фазу войны в Украине. Но обратите внимание, кто сейчас активно говорит про то, что война-то началась в 2014 году. Фактически, да, говорит Украина, но это должно быть услышано, это должно звучать намного сильнее и намного больше, равно как и то, что происходило в Беларуси в 2020-2022 году, и как белорусский режим с помощью Кремля уничтожал белорусский протест и уничтожал мирный белорусский народ.
И дальше я считаю очень важным для нас объявить процессы десоветизации, декоммунизации и также показывать максимально связь преступной группировки Лукашенко с историческими, собственно, как сказать, учителями, в кавычках, из НКВД и сталинского режима. Все методички, мы все с вами здесь прошли через пытки. Мы все с вами прошли через очень страшные истории. Но эти все пытки не просто так. Эти все пытки, взятые по методичкам НКВД, КГБ, взятые, отработанные на других людях из советских часов. Поэтому десоветизация, декоммунизация сегодня является очень важным процессом для всего демократического движения. Кроме этого, я хочу напомнить, что с 1 марта 2022 года наша организация в коалиции с другими организациями проводит кампанию «Не значит нет». Эта кампания с целью помочь белорусским молодым призывникам избежать участия в войне на стороне Владимира Путина, избежать мобилизации в армию. И сегодня нам крайне нужна помощь европейских партнеров и украинских партнеров. Потому что я горжусь этим, на самом деле горжусь. Министерство обороны Беларуси разослало 43 тысячи повесток молодым призывникам в феврале 2022 года. Лукашенко смог, скажем, путем запугивания и разных всяких манипуляций наскребсти в армию всего 6 тысяч человек. 13 тысяч смогли откосить какими-то хитрыми способами, да, и 20 тысяч находятся в бегах. Эти люди сегодня застряли в Турции и Грузии. Они не могут попасть на территорию Евросоюза, потому что им отказывают по причине, что якобы эти страны безопасны для белорусов. И это абсолютно не так. Нам нужно выстроить гуманитарные коридоры для молодых отказников по соображениям совести, для того, чтобы молодые парни, получив повестку в армию, которая может пойти на территорию Украины воевать на стороне Путина, чтобы мы заблокировали любые риски и любое даже потенциальное участие белорусов на стороне Путина в Украине. Сегодня речь идет про то, что политической поддержки данной идеи нет. И это очень грустно. Нам нужны визы, нам нужен гуманитарный коридор для белорусских дезертиров и белорусских солдат-срочников, которые сегодня являются отказчиками по соображениям совести и не хотят идти в армию, подчеркиваю, массово. Кроме этого, что важно нам понимать, нельзя договориться с Владимиром Путиным. К сожалению, идет война на уничтожение. Либо он нас, либо мы его, и, к сожалению, в очень прямом смысле. Поэтому сегодня нам нужна новая архитектура безопасности в нашем регионе, в которую были бы включены в том числе и белорусское протестное движение, а в частности, и я настаиваю на этом, белорусские женщины, которые как никто показали себя в протесте согласно артикула 1325 резолюции ООН об участии женщин-миротворцев. Я считаю, что белорусский опыт белорусских женщин, которые прошли через тюрьмы, пытки и преследования, не сломались и продолжают бороться, в этой ситуации крайне важен. И напоследок, вы знаете, за 2 года произошло очень многое. Мы все прошли через депрессии, через разочарование. Наверное, в какой-то степени мы считаем, что нас предали, или кто-то поступал как-то не так, кто-то что-то не сделал, или сделал недостаточно, или сделал не то. Но сегодня вы на этом форуме есть будущая политическая элита. Та сила, которая будет определять политический курс страны. Поэтому от нас всех здесь очень зависит, где будет Беларусь. С Западом или с Востоком, частью русского мира или частью европейского мира. А самое главное, будет ли она вообще как страна. Поэтому сегодня стоит вопрос нашей независимости. И я призываю всех объединиться и бороться за Беларусь. Потому что мы выходили и участвовали в протестах 2020 года, потому что у нас у всех была одна большая мечта про
такой общий большой дом, в котором есть место всем, где будет уютно и где мы проведем, наконец, генеральную уборку, выгоним всех крыс, тараканов и заживем счастливым, свободным и богатым народом. Живе Беларусь!